Эта история чем-то напоминает волшебную легенду о чудесном превращении, только вместо сказочной героини главным персонажем стал необычный зверек с непростой судьбой. Однажды мужчина по имени Андрей возвращался домой и, выходя из лифта на своем этаже, заметил на полу странное маленькое существо. Оно тихо шевелилось и издавало едва слышные звуки. С первого взгляда было невозможно понять, кто это. Ни котенок, ни щенок, ни крысеныш, нечто совершенно иное. Крохотный хвостик, вытянутая мордочка, длинное тельце и короткие лапки — настоящий загадочный комочек. Андрей понял одно — оставить это создание без помощи он просто не сможет. Тем более, что этот человек всегда отличался неравнодушием. Он следил за порядком в подъезде, ухаживал за растениями и даже позаботился о том, чтобы соседи не мусорили, установив специальные контейнеры для окурков. Поэтому мысль пройти мимо беспомощного зверька даже не пришла ему в голову. Аккуратно завернув малыша, Андрей отнес его в квартиру. Дома он осторожно отмыл найденыша и попытался понять, кого же ему послала судьба. После этого мужчина решил накормить кроху. Вспомнив, как когда-то выхаживал котят, он дал зверьку теплое молоко из пипетки, и это решение оказалось верным. Сытый малыш быстро уснул. Кормления повторялись каждые несколько часов, и уже спустя неделю стало заметно, что зверек подрос и начал покрываться густой шерстью. Андрей дал ему имя Феликс, ведь именно счастливая случайность спасла его жизнь. Со временем тайна маленького существа раскрылась. Найденыш оказался детенышем баргузинского соболя. Андрей решил оставить его у себя, приняв в дом как полноценного члена семьи. Как соболенок оказался в подъезде обычного жилого дома, остается загадкой до сих пор. Еще одной особенностью зверька стала деформация задней лапы, из-за которой он не может долго бегать по снегу во время прогулок. Но несмотря ни на что, ясно одно — удача улыбнулась не только спасенному соболю, но и человеку, который однажды не прошел мимо. Эта история еще раз доказывает: иногда судьба делает нам неожиданные подарки, главное суметь их заметить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.